Всем привет, и в этом видео мы посмотрим на Lucy 2 от Descartes AI. В общем, такого вы точно еще не видели, что теперь можно творить в лайв режиме. Это просто выходит за какие-то уже просто грани реальности. В общем, в этом видео вы увидите, что теперь преображение выходит на новый уровень. Можно менять даже одежду, какие-то отдельные предметы. Дополнительно вместе с NVIDIA Broadcast я собрал такую связку, что вы такого точно еще нигде не видели. Также в этом видео вы посмотрите, что реально можно выводить в лайв кружки в Telegram и другие сервисы, а также что можно делать вместе с Descartes на Твиче. Это просто вообще, пушка-бомба. В общем, это нужно смотреть. Все, поехали. Ну что, поехали смотреть на Descartes AI. В общем, я сначала вам покажу еще такую штуку, что дополнительно я использую софт NVIDIA Broadcast. Вот он. Возможно, вы уже там замечали на моих роликах, что используется что-то подобное. В общем, он позволяет вам тут размывать фон, либо вообще полностью его заменить на какой-то другой, который вам нужно. Можно поставить вообще видеофон. В общем, я эту штуку прикрутил к Descartes AI для того, чтобы создавать просто супер сцены. Сейчас вы это увидите. Давайте вот покажу вам сначала Джонни Сильверхенда в Киберпанке. Вот, это сцена из Киберпанк, такая видеокомната. Сейчас должен появиться Джонни. Все, привет, Джонни машет вам рукой, прямо в онлайн режиме. Здесь в окошке также. Само собой, вы можете сделать, чтобы это изображение было на вашей веб-камере. Прямо сейчас я покажу, как это происходит. И вот мы видим, что Джонни Сильверхенд уже в веб-камере здесь вот машет вам рукой. В общем, свет ложится здесь отлично, даже учитывается то, какое пространство вы создали. Здесь вот все видно, в принципе, на картинке. Ну вот у нас Мисти. Если она улыбается, вы тоже как бы улыбаетесь. Это персонаж, в общем, из Киберпанка тоже. Ну, давайте сейчас мы перейдем к более реальным персонажам. Что если мы поставим, допустим, уже скин реального человека и как это будет выглядеть? Ну, здесь я вернусь для такой убедительности, так скажем, в свою реальную комнату, немножко размытую. И давайте вот посмотрим на вот девушку, например. Вот девушка сидит на стриме. Машет вам рукой. Она даже может отодвинуться на стуле вот так вот. И, как видите, девушка очень красивая. У нее очень красивые глаза, рыжие волосы. Вот. Такие вот есть штуки теперь у нас. Так, поехали. Что дальше? Дальше мы можем посмотреть уже и других каких-то персонажей. Например... Джон Уик у нас тут подъехал. А вот эту девушку, наверное, вы тоже знаете. Вот такой вот Descartes. Вот такой вот Descartes. Далее можно еще посмотреть вот на что. Я тут подготовил. О, мистер Уайт. Вот и мистер Уайт уже подъехал. Вот такой вот мистер Уайт. По лысине. Можешь себя погладить? Может погладить себя по лысине. Нас тут почесать. Может бороду себя потрогать. Может все. Всем привет. Из культового сериала. Ну вот эту актрису вы тоже, наверное, узнаете. Из... Человека-паука тоже передает вам привет. Вот, может ли она, допустим, почесать себя за нос? Может. Вот так потрогать может себя? Может. Давайте теперь посмотрим, как можно добавлять различные предметы. Ну вот, например, вот такие киберпанк очки сейчас появятся. Ну вот так вот это выглядит. А вот как вам такой наряд. Принарядился немножко. В общем, Descartes очень крутая штука. Я думаю, вы все видите прямо сейчас. Вот, в общем, длительность самих роликов в Descartes составляет 120 секунд. Соответственно, вы можете в течение целых 2 минут выводить все это туда, куда вам нужно. А также сейчас я вам покажу, как это работает очень круто на Твиче.
и как люди в Твиче могут с помощью команд в чате просто по промпту просить, чтобы вы превратились в кого-то. В общем, это очень интересная штука. Сейчас покажу, как это работает. Вот мы на Твиче. Здесь вот есть такая кнопочка. Кликнуть для того, чтобы все это добавилось в ваш чат на Твиче. Это все автоматически происходит. Включаем эту штуку. Теперь вот на Твиче смотрит человек ваш стрим и отправляет команду Делулу Дарт Вейдер, чтобы вы превратились в Дарт Вейдера. Отправляет эту команду, и после у вас вот здесь в окошке появляется, видите, значит, такой-то вот пользователь написал вот такой промпт и хочет, чтобы вы его приняли. То есть вы можете принять, можете не принимать, и как бы превращения тогда на стриме никакого не будет. Я нажимаю принять, и после этого Декарт генерирует, и вот мы видим, что я уже Дарт Вейдер. Причем самое интересное, вот на нем хорошо видно, видите, на его шлеме, как свет в созданной комнате через NVIDIA Broadcast отражается вот на нем, как все это вот так вот органично выглядит. Также вы можете сделать все это за битс, чтобы люди, допустим, платили там 50-100 битс там, для того, чтобы применился тот или иной персонаж. То есть это можно сделать как платно для пользователей на Твиче, так и бесплатно. В данном варианте мы просто рассматривали такую тестовую штуку, то есть ее можно сделать бесплатно для всех, и вам просто будут там, если у вас много зрителей, будет много запросов прилетать, вы тут не успеете все обрабатывать. Поэтому какие-то уникальные скины вы можете просто выставить пресетами за битсы, и все как бы. И таким образом еще и получать как бы донаты. Поехали дальше смотреть. Теперь покажу вам, что кружки в Telegram тоже реально вывести. Вот я записал уже тут различные кружки, и прямо сейчас мы с вами запишем еще один. Выводится это также там через ключик в OBS, и через OBS вы уже выводите в Telegram. В принципе, с Telegram проблем никаких нет, он очень легко принимает все эти виртуальные камеры, и ими можно пользоваться. Ну давайте, допустим, сейчас превратимся в Уолтера Уайта. И сейчас Уолтер отправит кружок. Всем привет. Меня зовут Уолтер Уайт. Я веду свой стрим прямо из какого-то поля. Сзади меня мой любимый фургон. Все, вот как бы такой вот кружок мы записали, и соответственно можно записывать любые другие. Всем привет. Вот такой вот еще мы один кружочек записали. В общем, в Telegram все это делается вообще без каких-либо проблем. Теперь давайте посмотрим на WhatsApp. С ним уже сложнее. В подобных приложениях есть защита от виртуальных камер, поэтому для этого нужен дополнительный софт и плагин, чтобы вводить сюда виртуалку. Но даже здесь в целом это реально сделать. Я сейчас покажу, что у меня это, естественно, получилось. В общем, давайте применим вот такой вот образ. Ну вот у нас и Сидни появилась в WhatsApp. Машет рукой, передает привет, может звонить там, может посылать фотографии. Ну вот, вывести все это в WhatsApp очень даже реально. Он как бы Сидни уже в WhatsApp. Все, вот такой вот Декарт. В общем, вы все видели наглядно, как это работает. Соответственно, конечно же, локально запустить это вообще невозможно. Даже если у вас 2 там RTX 590, это вам ничего абсолютно не даст. Все это работает исключительно только на кластерах, поэтому вы можете, конечно, использовать Декарт по API. Там у них сейчас очень достаточно высокие цены, там 2 кредита 1 секунда, но у меня есть способ, чтобы все это использовать без ограничений, без каких-либо там кредитов, а вот все так, как в этом видео, без вообще подписок и всего остального. Переходите по ссылке в описании, там есть специальный мой гайд, авторский курс, где вы сможете настроить все это ровно таким же образом и пользоваться Декарт без ограничений. Также дополнительно вы сможете разобраться с тем, как подключить NVIDIA Broadcast, как выводить все эти кружки, получите дополнительный софт для вывода в WhatsApp и другие сервисы. На этом все. До новых встреч. Пока.